Дорогие друзья, подписчики, гости канала, давайте сделаем такой интересный расклад, посмотрим, погадаем на вашего любимого мужчину, что же происходит с ним, если вы не вместе. Ну, то бишь на крестового короля будем смотреть, какие события, что у него происходит в жизни. Вот. Какие события происходят у вашего мужчины, если вы не вместе. Ну, то есть посмотрим. Кто с ним рядом. Так, вот он вышел. Что можно сказать по этим картам? Так. Ну, у него какие-то временно он нуждается в деньгах. Временно нуждается в деньгах. Также какие-то поездки у него в ближайшем будущем ждут. И при этом какое-то безуспешное предприятие или поездка. То есть, так, что же еще? Ну, какая-то дама его бубновая обманула. Он обманут этой дамой. Так. Какая-то коварная женщина рядом с ним находится, которая его, я так понимаю, обманывает. Вот. Так. Так, давайте посмотрим. Что за дама? Чем она его обманывает? Давайте зададим такой вопрос. Что это за дама и что она хочет от нашего крестового короля? Так. Ну, проблема в деньгах, я так понимаю. Какие-то проблемы в деньгах. Какие-то убытки он терпит благодаря этой даме. Также рядом с ним находится какой-то беспринципный конкурент. Его ждет не очень приятное письмо, либо какое-то известие, как раз таки, либо какие-то нечестные предложения. Какие-то нечестные предложения. Но опять же, трата денег у него идет. То есть тратит он деньги. Куда он тратит деньги? В общем-то, что-то связанное с наследством, которое принесет больше хлопот, чем прибыли. Вот такие вот дела. Так, что еще
что он думает о вас. Давайте посмотрим, что и карты скажут. Думает ли он вообще о вас или нет. Думает ли он о вас или нет. Так, ну, в первую очередь, ближе к нему находится какая-то бубновая дама. То есть это ваша соперница. Женщина коварная. Женщина легкого поведения, скажем так. Также. Так, ладно, здесь мы... Что еще можно здесь сказать? Эта женщина от него хочет какое-то получение большой суммы денег. Большой суммы денег она от него ждет. Что еще? Ну, то есть, да, рядом с ним находится ближе какая-то соперница любовная, дама, мнимая, скажем так, подруга, мнимая подруга. Вот, и эта женщина пытается завладеть его деньгами. В общем-то, она с ним находится ради денег больше. Все-таки какая-то выгода ей нужна от него, естественно. Вот. Что еще здесь можно сказать? Так, ну и, кстати, он думает, чтобы нанести вам визит. Но этот визит для вас абсолютно не кстати. То есть не хотите вы этой встречи. Вот, так как, в общем-то, эта встреча возможна за счет вот этой вот бубновой дамы. Возможно, здесь этот крестовый король, я так думаю, да, вот так вот карты, если смотреть, то хочет и ждет какой-то помощи от вас. Какой-то помощи от вас ждет. И за счет этого он хочет нанести вам весь визит. Визит, который он абсолютно не кстати. Именно для вот этой, причем бубновой дамы, которая ждет от него большой суммы денег. Большой суммы денег. Что еще можно здесь сказать? Вот. Так, ну где же вы находитесь у нас? Что он именно... Что по поводу вас он думает? Что он думает по поводу вас? Вот она, вы вышли. Червовая дама. Вас ожидает какая-то большая радость, что очень хорошо. Большая радость вас ожидает. Здесь идет у вас какая-то разделенная любовь. Хорошая карта. Идет у вас большая радость. Возможно, может быть, у вас будет какой-то новый, другой абсолютно человек, с которым у вас идет как раз таки любовь разделенная. Что еще здесь можно сказать? Какие-то небольшие новости вас ожидают. Также вы можете гневаться на кого-то. На кого вы можете гневаться? Сейчас скажу.
Так, ну что здесь можно сказать? Здесь вот именно какая-то ссора возлюбленных ждет червовую даму. Червовую даму. Так, или подождите, сейчас я скажу. Так, ну опять же, успех в любви вас ждет. Успех в любви. И ну вот именно успех в любви, это я сказала. Ну какая-то ссора все-таки вот именно с этим вот крестовым королем какая-то была. Какая-то ссора была с этим крестовым королем. Вот. Ну, возможно, вас ожидает какой-то именно благоприятная история в любви именно с другим, наверное, человеком, я так думаю. Давайте посмотрим. С каким человеком вас ждет? Ждет именно так. Кстати, у вас идет на ближайшее будущее какая-то дорога. Близкая дорога вас ожидает. Предприятия, визиты какие-то. Возможно, вот то, что я вам говорила, то, что здесь возможно именно любовная встреча с каким-то мужчина, возможно, военный, то есть бубновый король у нас идет. Так, что еще в предстоящем будущем у вас же будет? Ну, какие-то у вас безрезультатные предприятия могут ждать. Также остерегайтесь какой-то коварной женщины, которая рядом с именно с крестовым королем находится. Все-таки она, возможно, хочет вам написать или посетить. Вот смотрите, как интересно, да? Такие вот карты выпадают. Так, также давайте все-таки посмотрим. Зададим вопрос картам. Думает ли о вас крестовый король? Давайте посмотрим, кто ближе на сердце крестовому королю. Вы или все-таки бубновая дама? О ком он больше думает? О ком он больше думает? О вас или о бубновой даме? Кто ближе к нему находится? Именно не то, что ближе к нему находится, а кто ближе его сердце, о ком он думает, кого он любит больше. Давайте посмотрим, какая карта выпадет к нему ближе. Так. Так, ага, смотрите, интересно. Все-таки вы у него на сердце. Вы находитесь близко. Он вас любит, девочки, он вас любит. А где же наша крестовая? Так, крестовая дама. Ага. Вот она здесь, оказывается, была чуть выше. Она находится чуть-чуть дальше от него, но при этом вы, вот мы задали конкретный вопрос, кто находится ближе. Вы находитесь прямо рядом, по левую сторону от него. Так, крестовая
Почему крестовая? У нас же она бубновая дама. Сейчас она не вышла. Сейчас посмотрим. Бубновая, бубнуха, скажем так. Что с ней? Бубновая. Я могу сказать насчет вас, вот то, что мы задали конкретный вопрос здесь. Вы у него прямо рядом. Он вас любит, девочки. Все-таки он вас любит. Он страдает в любви по вам. Но причем он страдает не то, что в любви, понятно, что в любви он страдает, но именно от вашей холодности он страдает. Вот что. От вашей холодности он страдает. Страдает любви. Также, что еще здесь можно сказать? Что здесь можно сказать? Страстно любит вас. Все-таки он вас страстно любит. А где же наша бубнуха? Что у нее происходит? Вот она выпала. У нее что происходит? У нашей коварной соперницы. Или женщины легкого поведения, которая тоже на него претендует. Какой-то молодой приятный блондин у нее рядом. Поклонник. Есть еще, кроме нашего крестового. Но все-таки вы на сердце. Рядом, прямо очень рядом. Он вас любит больше, чем эту женщину. Несмотря на то, что, возможно, он находится, в общем-то. Но они тоже с ним на расстоянии. Вы как будто ближе находитесь рядом с ним. Так, что еще я здесь хотела сказать? Ну, вас ждет, в общем-то, получение каких-то подарков, либо небольших сумм денег. Ой, вернее, извиняюсь, это у бубнухи. У бубнухи. Она, наверное, видимо, от него ждет каких-то подарков. Хочет. Дорогих украшений, знаков любви она желает. Вот. И что еще я хочу сказать? Ну, какой-то молодой блондин рядом с ним, либо поклонник у нее имеется, кроме того. И что еще здесь можно? Ну, в общем-то, она пытается завладеть его деньгами. Вот что я хочу сказать. Расклад, конечно, общий. Не знаю, кого как проиграть, но в данном случае карты говорят об этом. Так, и при этом она, возможно, так, сейчас посмотрю, здесь у нас идет. Вот этот молодой приятный блондин, который находится рядом с ней, это какой-то сотрудник. То есть они вместе работают. Возможно, вместе работают. И видите, но все-таки крестовый король. У крестового короля вы ближе, он вас больше любит. Вот это мы хотели посмотреть. Мы это посмотрели. Вот, давайте теперь зададим вопрос. Что у крестового короля к вам на душе? Хочет ли он с вами встретиться? Будет ли эта встреча в ближайшее время? Или все-таки он хочет встретиться с бубнухой, то есть бубновой дамой, соперницей? Давайте посмотрим. О, тут у нас идут карта императрица, старшие арканы. Также здесь идет у нас король кубков. Давайте зададим конкретный вопрос. Хочет ли он с вами встретиться? Ну, говоря о том, что императрица выпала, здесь, да, он желает очень встретиться с вами. В
общем-то, идет к вам с кубками, то есть с любовью. Так, что еще? Что еще вас ждет в перспективе вместе с этим? Ага. Ну, что здесь? Туз мечей, семерка кубков, шут, старшие арканы, по шуту. То есть в прямом значении выпадает новое начинание. Вас с ним ждет, возможно, по-новому он хочет к вам подойти, новые отношения, либо вас ждет такой этап, то есть новый этап в отношениях вместе с ним. Вот. Он настроен очень, скажем так, целеустремленно по отношению к вам и хочет вот как бы невзначай появиться в вашей жизни. Но при этом все-таки какой-то обман от него возможен. То есть какой-то обман все-таки он несет. Хитрый мужчина. Что еще он задумал? Что он задумал? Король мечей. Так, ну вы, конечно же, добрая, справедливая, чувственная. Возможно, вы бывшая супруга. У вас есть дети. Также, возможно. И вы будете стоять перед выбором. Перед выбором у вас будет такая вот двоякая ситуация. Вы будете стоять перед выбором. Так, давайте зададим еще такой вопрос картам. Как скоро он, с чем он придет, стоит ли ему доверять? Давайте посмотрим. Ну, он нацелен к вам, конечно. С любовью идет. Колесница. У нас старшие арканы выпали. Также туз кубков и паш мечей. Здесь можно сказать, что так, ну, настроен он решительно. Колесница, то есть скоро он приедет. Вот, и он надеется все-таки возобновить с вами отношения, какие-то новые отношения, любовь. Но при этом все-таки у вас, возможно, после того, как он к вам приедет, ну, несмотря на то, что у него прямо туз кубков, любовь есть у него к вам, и он все-таки испытывает очень большие чувства к вам. Но при этом ваша встреча может закончиться по пажу мечей, какой-то, возможно, какая-то неясность между вами, либо даже, может, был конфликт, либо вы его не хотите видеть. Вот. Так, давайте посмотрим еще на картах Таро дополнительно. Что же все-таки вам хотят сказать карты? Давайте загадаем, что вы у нас будете королевой, вернее, вы у нас будете императрицей. По предыдущему раскладу мы сейчас посмотрели, вы у нас императрица. Он будет у нас король кубков. Ага, вот смотрите, как интересно. Все-таки вас ждут такие события впереди. Какие вас ждут события? Влюбленные, семья, десятка кубков выпадает. Ну и в конце все-таки восьмерочка кубков. Изначально было все прекрасно у вас. Вы были влюблены друг в друга, любовь была взаимная. Возможно, у вас даже родились дети у кого-то.
вы были счастливы, дом полная чаша. Вот. И потом у нас уже идет восьмерка кубков. То есть остались не в самом благоприятном, не в самой благоприятной ситуации. Так, что еще? Что еще? Вот у него что происходит? Что у него происходит? Он кует пентакли, то есть денег, видимо, не хватает ему особенно. Но он надеется. Какая-то перепалка, возможно. В общем-то, остерегайтесь. Он что-то настроен решительно, и какие-то конфликтные ситуации у него где-то происходят. Может, это на работе, скорее всего. Вот. Что еще хотят с карты нам сказать? Ну и больше карты говорить особенно считает, что достаточно мы узнали. Вот он у нас выпал король жезлов, верховная жрица выпала и двойка посохов. Да, интересные карты. Здесь можно что сказать? Что здесь можно сказать? Ну, вы обладаете, в общем-то, наверное, смотрите все расклады Таро на различных ресурсах, и вы обладаете знаниями, тайными знаниями. Вот. Но все-таки в будущем вас ждет какой-то, рядом будет, вернее, в прошлом даже, скорее всего, в прошлом, король жезлов у вас выпадает, король жезлов. Ну, в принципе, в то время он был таким вот человеком, который действовал и принимал решения. Сейчас же он смотрит на свою верховную жрицу и знает, что в ее руках находится весь мир. Она для него весь мир. Вот. Она для него весь мир. Он направлен, он надеется на то, что чтобы быть вместе с вами, да? Чтобы быть вместе с вами. Но вы как-то не очень хорошо к нему настроены. То есть по двойке мечей вы как бы не видите, что он к вам идет с миром. Вот. Он к вам хотел бы он, конечно, с вами иметь общее. Ну, вы на мечах, то есть здесь можно сказать, что вы к нему очень негативно настроены. При этом он к вам испытывает очень большую страсть. Вы обладаете над ним силой. Карта, да? Сила. То есть здесь что можно сказать? Ну, он очень расстроен. То, что по пятерке кубков, здесь можно сказать, что этот человек очень расстроен той ситуации, которая сейчас происходит между вами. Туз жезлов выпадает. Естественно, он вспоминает какие-то события, которые были у вас. И все-таки он настроен решительно. Почему? То есть он знает, что вы обладаете силой, властью над ним. Вот. Также он кует свои пентакли, денежки зарабатывает сейчас. Восьмерка пентаклей выпадает, да, он работает. Вот у нас выпадает королева кубков и король кубков. Смотрите, да, интересно. Вот, конечно, он хотел бы, чтобы вы были такой вот парой,
которые любят друг друга. Ну, это все хотят, да? При этом у вас произошла башня, то есть разрушение отношений, рыцарь пентаклей. Ну, денег у него не так уж и много. И он жадноватый, я бы хотела сказать вам. Жадноватый. То есть денежки у него есть, но он, в общем-то, не очень-то желает с ними расставаться. Ну, как бы, знаете, я хотела бы сказать, что он немножко жадный все-таки. Может быть, из-за этого произошли такие вот события. Как-то вот так. Теперь ну, опять же, он тоже в последнее время уже немного в мечевых таких вот энергиях с вами находится. Так, что еще? Ну, в общем-то, сейчас он, вернее, в будущем он надеется все-таки явиться к вам. Надеется, что по-легкому у вас все возобновится, что ваша ситуация опять будет, то есть вы, скажем так, развесите ушки, будете его любить, но все-таки не уверен, он не уверен в этом, но надеется. Так, отшельник у нас идет, отшельник дальше идет, ага. Отшельник. Голова болит у него в ваших отношениях, у вас произошла полностью, скажем так, полностью у вас десятка мечей произошла, вернее девятка мечей, то есть полностью был какой-то разрыв, окончание отношений. Паш кубков, колесница, все-таки он надеется к вам. Он вам по судьбе, но вы закрыты от него полностью. Вот, и пока находитесь в неведении, что у него происходит. Восьмерка мечей у нас выпадает, вы пока не знаете. Ну, он для вас был, конечно же, императором по судьбе, судьбоносным человеком. Судьбоносным. Вы для него были императрицей, то есть женой, для тех, кому подходит этот расклад, да, смотрите. Так, рыцарь мечей у нас выпадает. Но в будущем вас ждет все-таки мир. Смотрите, мир по справедливости, также он будет работать, стараться работать над отношениями. Так, не все так легко будет, конечно, происходить, но тяжело, но он хочет стараться к вам идти. Вот, нацелен, по крайней мере, по восьмерке посохов. Он прям стремительно хочет, желает к вам явиться в вашу жизнь. Какие-то кубки ему предлагает судьба, но он пока что не особо на них обращает внимание. Вот. Влюбленный, надеется на любовь, что вас ждет любовь. Также королева жезлов, Так, давайте посмотрим, что еще. Но пока ваша все-таки здесь вот видно, что умеренность пока в ваших отношениях не скоро у вас вы будете вместе, то есть пока умеренность между вами сохраняется. Но и все-таки колесо фортуны ждите. Если колесо фортуны крутанется, то по Верховному суду, если
Если, в общем-то, если он решит, ну, вообще, я сказала бы, что он такой опасный человек, смотрите, да? Опасный человек, он хочет разбить. Было то, что здесь карты показывают, то, что было. Достаточно он сильный такой человек, страстный человек, можно сказать, хитрый человек. У вас была ситуация, что, возможно, было сердце разбил он вам, имея какие-то отношения на стороне. Сексуальные отношения на стороне. Вот. Сердце было разбито, показывает. Но он обладает какими-то магическими способностями. Либо внешность у него какая-то магическая, скажем так, привлекательная, возможно. Либо сексуальный такой мужчина. Вот, что еще идет у вас впереди. Так, ну той ситуации уже пришел конец, то есть та ситуация закончилась. Туз кубков все-таки он испытывает к вам, опять же, эмоции любви, надеется, что вы зацветете. Десятка пентаклей, что у вас будет все хорошо и все вернется на круги своя, то есть семья, дети, родители, все такое. Вот он, король мечей у нас выпал. Король мечей. А без вас у него очень плохо дела обстоят, денег нету. Но все-таки он надеется, что в будущем у него судьба преподнесет какой-то по тузу пентаклей. Будут у него деньги, если он не потеряет этот шанс. Будут деньги. Так. Он остался у разбитого корыта, а у вас все прекрасно. Девятка пентаклей. Вы цветете и пахнете. Теперь что? Все-таки десятка мечей, солнце. Ага, вот она выпала. Здесь можно сказать, что у вас полностью были завершены отношения. Он вам, можно сказать, вонзил своим поведением, вонзил, как говорят, нож в спину, да? Видимо, у него были какие-то нежелательные отношения, и этим он вам разбил полностью сердце. У вас полностью были завершены отношения. Солнце. Но вы вышли из этой ситуации. Сейчас вы себя чувствуете хорошо по солнцу, свободно. Вы уже освободились от этих вот негатива, вот этого. Вы пережили вот эту вот ситуацию сложную. И луна. А что это луна? О чем она говорит? Сейчас посмотрим. Луна и звезда. Так, луна и звезда, да? Две карты у нас выпадают, интересно. Ну, вы для него сейчас далекая женщина. То есть он надеется, конечно, быть вместе с вами. Вы для него звезда, которую он вспоминает, надеется поехать. То есть лыжи навострила в вашу сторону. Вот, ну пока ситуация у вас находится в подвешенном состоянии. Вот, и остерегайтесь от него. Какой-то хитрости, все-таки хитрость присутствует. Но не может, конечно, бесследно исчезнуть вот эта вот его хитрость, скажем так. Бесследно она не пропадает, никуда не уходит. Ну, давайте будем в дальнейшем делать еще расклады. Пока мы посмотрели
то, что есть. Ближайшие перспективы. Давайте посмотрим еще все-таки. Так, давайте вот на этих картах посмотрим, что они нам хотят еще сказать. Давайте вот лучше по вопросам к Вселенной. По вопросам к Вселенной посмотрим. Пусть будет это вопрос к Вселенной. Зададим вопрос Вселенной. Сделаем 3 варианта. Первый, второй, третий. Загадайте. Первый вариант. То есть зададим такой вопрос. Относительно ваших отношений. Что вас ждет? Первый вариант. Первый вариант. Что вас ждет по второму варианту с этим мужчиной? И что вас ждет по третьему варианту с этим загаданным человеком? То есть первый вариант. Итак, совет карт, совет Вселенной. Попробуйте понять, в чем ваша сила. Вариант номер 2. Не давайте старым страхам помешать вам. Вот такой совет карт. Это второй вариант. И третий вариант. Совет карт, совет от Вселенной. Будьте решительны, и удача вам улыбнется. Так, ну вот такой вот у нас сегодня получился интересный расклад на различных колодах. Кому понравился подобный расклад, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии. Всего вам доброго, до новых встреч!